Всем привет! Еще одна камера с AliExpress, камера лампа. Прошлая камера, показывал я вам видеообзор. Кстати, людям очень интересно. Вот такие вот устройства, судя по количеству просмотров прошлой камеры, именно такой, в таком же корпусе камера лампа, поворотный вариант, Wi-Fi, со слежением за движущимися объектами. Но прошлый вариант был с приложением ICC XMI. Кого интересует та камера с тем приложением, то переходите по ссылке на тот видеообзор. По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. Это примерно тот же самый вариант с теми же самыми характеристиками, того же самого форм-фактора, но просто камера с приложением Tuya Smart. Эта камера будет полезна тем, у кого уже имеется умный дом Tuya. Это умный дом, и эта камера будет у вас работать со сценариями умного дома. Самый комплект, крепление, патрон потолочный с фиксаторами винтовыми идет в комплекте. И карта памяти. Карта памяти вот на упаковке приклеена. Интересный вариант вот такой вот карты памяти. Просто как без обозначений. 32 белая, 10 класс. Все. Можете заказать с картой памяти, можете заказать без карты памяти. Камера по умолчанию имеет слот под карту памяти. Если закажете в комплекте с картой памяти, просто у вас будет стоимость комплекта дороже на цену карты памяти. Нет, есть у вас дома карты памяти, или вы можете купить дешевле у себя, покупаете карту памяти не ниже 10 класса и устанавливаете в камеру. Кнопка сброса к заводским установкам также. Перед подключением включаем камеру в сеть 220. Происходит тестовый режим. Нажимаем, удерживаем, сбрасываем камеру. Больше 10 секунд сбрасываем камеру к заводу. Тот же самый вариант. Имеет 3 ночных режима. 4 белых LED светодиода и 4 ИК светодиода. Черно-белый режим ночной с задействованием ИК светодиодов по движению может включать белые LED светодиоды, также следить, вращать головой и направлять свет белых LED светодиодов за движущимся объектом. Должно быть определение силуэта человека, это дальше уже посмотрим в Tuya, есть ли оно в прошлой камере. Было определение силуэта человека и запись на карту памяти и приход уведомлений на смартфон именно по силуэту человека. Камера в таком вот корпусе, и она для помещений. Говорит о том, что эта камера не дальнобойная, не дальнобойные ее светодиоды, ИК светодиоды и также LED светодиоды. Камера для помещений, но также ее многие используют во дворе частного дома, установив патрон и подведя к нему 220 под навесом. Под навесом камера отлично будет справляться. Желательно, что, и показывал я вам в прошлом видео, если вы будете использовать камеру со слежением, желательно закрепить патрон вот этот. Жесткое крепление сделать камеры. Если вы будете использовать патрон на кабеле, на проводе, камера от ветра, во-первых, будет качаться. И картинка будет нестабильна, потому что стабилизации в камере нету. Это камера видеонаблюдения, здесь никаких подвесов нету. Ну и плюс, когда она будет поворачиваться за объектом, она также будет раскачиваться. Приводы камеры раскачивают патрон и кабель. Поэтому лучше применять для этой камеры жесткое крепление. Если нет возможности у вас, а именно вот такой вот вариант на кабеле патрона, то учтите, что первое, что включать слежение ей не будет рекомендоваться. А второе, при повороте у вас камера будет расшатываться. Зашли вы с приложения, камеру поворачиваете, она поворачивается и вместе с собой расшатывает патрон. Ну, пока вы поворачиваете, она шатается, потом перестанет. Ну и ветер, учтите, если это будет у вас улица. Если склад, помещение, офис, ну, можно и на таком кабеле, в общем-то. Ветра нету, камера будет адекватно работать. Но самый идеальный вариант, это вот из ее комплекта патрон и жесткое крепление на потолке. Можно использовать крепление на столе. В приложение зашли, перевернули картинку, и камера может у вас быть как настольный вариант. Также она тут будет поворачиваться, также она будет следить за объектом. Также есть в ней динамик.
Также есть в ней микрофон. В комплекте небольшая инструкция, кто первый раз. Полезно будет QR-код на скачку приложения, ознакомиться с функционалом на английском. Все, но перевести не будет трудностей. И инструкция небольшая, тут все видно, даже на картинках можно не переводить, что нужно сделать, чтобы камеру добавить в список устройств в приложении. Кабель в данном случае желательно использовать наконечники с изоляторами. Видео я делал на канале по обжимке и по самим наконечникам. Прижимные контакты отпускаем, заводим наконечники и прижимаем. Все быстро и просто делается, и надежно. Перед подключением камеры беру ее карту памяти из комплекта и устанавливаю. По-другому здесь не получится. До защелкивания доводим чем-нибудь. Закручиваю камеру-лампу и включаю вилку в розетку 220. Даю питание. Камера проходит обычный тестовый режим. Тестируются LED-светодиоды, ИК-светодиоды, ИК-фильтр день-ночь будет щелкать. И поворотное устройство также калибруется и тестируется. Голосовое сопровождение имеется. Не теряя времени, устанавливаем на смартфон приложение Tuya Smart. У кого не установлено, проходим регистрацию и будет у вас список устройств. Это умный дом, приложение позиционируется как умный дом, поэтому здесь могут у вас быть помимо камеры видеонаблюдения еще различные датчики и приборы, все, что связано с умным домом Tuya, там у них множество всего, все адекватно работает. Что у меня, чем я пользуюсь, это датчиками все рассказывает, говорит, покажите уже ей QR-код. Сейчас будем показывать. Чем я пользуюсь? Датчики дыма Wi-Fi. Самостоятельное устройство. На каждый датчик можно зайти, посмотреть его состояние. Показывал я вам также видео по этим датчикам. И даже посмотреть можно уровень заряда батареи, включить с него сигнализацию на приложение, чтобы приходило или нет. Все различные настройки. Плюс добавить устройство, потому что требует камера. Камера, ищем видеонаблюдение. Камера и замок раздел. Камера и замок. И Smart Wi-Fi камера. Подтвердите, что индикатор мигает, а у нас вместо индикатора запрос голосовой. Поддерживает Wi-Fi 2,4 ГГц. Имейте в виду, здесь написано предупреждение. Многие подключают к 5 ГГц и говорят, что камера не работает. Фуфло. Учтите этот момент. Показываю QR-код камере. Расстояние прописано. Готово именно после этих слов. 5-10 сантиметров недалеко от камеры. Показываем ей QR-код. И после слов Success нажимаем, я услышал звуковой сигнал. Идет подключение. Очень много слов, но хорошо, что все показано и здесь процесс, и голосовое сопровождение идет. Камера, security камера успешно добавлена. Можете тут же поменять ей название, нажать завершено и зайти уже на камеру. И управляю ей. Вот клик хороший, очень быстрый. Можно перевернуть картинку, как я вам говорил в настройках. Звук, раз, два, три, четыре. Хороший звук. Проверено. И здесь настройки по камере. Информация об устройстве, мгновенные сценарии и автоматизация. Основной набор функций. Поверните экран. Понятно. Режим разговора, двустороннее аудио. Односторонний режим связи можно сделать. Все надо проверять, как будет работать. Отображение времени водяным знаком можно убрать. Будет чистая картинка, если нужно вам это. Режим ночного видения, инфракрасный, цветной, авторежим, именно 3 режима. Включение перехода по движению или же чисто черно-белый, без всяких вот этих моментов на движение. Или цветной режим. Цветной режим имеется в виду постоянно ночью включенные LED-светодиоды и в цвете камера. Это ночные режимы. Настройки оповещения и обнаружения. Обнаружение движения, оповещения, включить-выключить на смартфон. Обнаружение человека есть, отслеживание движения, слежение. Вот, уже пошла. Следит,
за всем, что движется, или выключить. При этом обнаружение человека остается. Можно ставить по графику именно тревожные установки. Настройки хранилища. Карта памяти определилась, показано оставшийся объем использования, и можно отформатировать карту. Если карта еще левая какая-то, желательно ее отформатировать именно установленную в камеру. Настройки Record Setting именно по записи на карту памяти. Переключить запись, то есть включить запись на карту памяти включено, и какую запись писать. Непрерывную или запись событий. Именно вот этот момент учтите, многие включают не там, где нужно, запись на карту памяти и жалуются. Я включил, камера ничего не пишет. Вот здесь должно быть все поставлено. И здесь можно по графику еще добавить свой график, делать, когда камере вести запись, когда не вести на карту памяти. Приобрести опцию, это облачный сервис, дается месяц бесплатно, а потом заходите и смотрите в зависимости от тарифа. Заказываете, какой тариф нужен, сколько дней хранения нужно. От этого напрямую зависит стоимость, ну и все моменты. Общий доступ к устройствам, добавить на главный экран, перезапустить, удалить устройство. Вот эти перезапустить, удалить, если кому-то камеру хотите презентовать, удалить ее нужно будет. Говорить, раз, два, три, четыре. И тот момент, когда можем говорить в онлайне, не держа трубку, не удерживая. Включили и онлайн ведете беседу с человеком. Очень классно. Без прерывания. На весь экран и управление джойстик. И так можно даже. И так можно даже. Камера 2-3 мегапикселя. Скорее всего, по сути 2 мегапикселя. Очень классный момент. Открываем и основные функции вот здесь. Значки. Не нужно вам входить в настройки. Вот именно они все здесь. Включить вот можно, смотрите, свет независимости. Ночной режим это или дневной. Очень классно тоже. Смотрите, классно освещается картинка. То есть вот эти вот LED светодиоды, как для помещения около 10 метров. Свечения очень классно будут работать. Выключить. Или по таймеру можно их поставить. Изменить значки, наверное, функции. Включить слежение за объектом. Уже тут же можно. Определение силуэта. Это функция всего движения. Выключить полностью можно, чтобы камера не тревожила вас по движению. Ночные режимы вызвать. Тут же сменить настройки. Выключить. Вдруг вам нужно срочно вот раз и камеру выключить. Приват мод. Сменить. Так, я думаю, что поприятней. Сменить тему. Светлую поставить. Галерея. Зайти, если будут сохраненные здесь в приложении фото и в папке приложения видео будет. И включить запись с карты памяти. Приложение вполне таки хорошее. Туя мне нравится тем, что многофункциональное приложение, и оно объединено с умный дом плюс видеонаблюдение. Не обязательно вам здесь привязывать какие-то датчики, сигнализации. Можете просто пользоваться вот этим приложением как приложением для видеонаблюдения. Со временем купили какой-то датчик открытия двери, датчик открытия окна, и попробовали сделать сценарий с камерой вот этой вот домашней. Будет присылать вам уведомления, открывать камеру. Интересные все моменты. Так, в списке устройств камера, вот она здесь, security камера. Еще одна у меня есть, не в сети она, а это вот здесь камера. Можете сделать фотографию и поставить ее иконку. Установил камеру на улице, во дворе, на небольшую территорию. Так, список устройств, заход на камеру. Приходят уведомления, и по силуэту человека уже пока ставил, включил, ходил возле камеры, уже приходят уведомления по силуэту человека, что перед камерой движется человек. Картинка, угол небольшой, картинка где-то вот сравнима 2 мегапиксельной камеры. 2-мегапиксельная матрица используется на этой камере. Нормальный вариант, вполне таки качественная, хорошая картинка, дневная. Ну, не знаю, минусом считать этой камеры или нет. Камера позиционируется как камера видеонаблюдения к умному дому Туя. К видеорегистратору она не подключается, у нее нету OnVIF протокола. Можете считать это минусом. Если вам нужна камера, работающая с видеорегистратором, то прошлый вариант
напрямую работает с XMI-евскими видеорегистраторами. Прошлая XMI-евская камера лампа вам тогда подойдет. Если вам нужна камера для умного дома Tuya, камера лампа, вот она, я вам сейчас ее и показываю. Что мы тут можем сделать? Развернуть на весь экран, например, и вести видеонаблюдение в вот таком вот режиме. Джойстик, поворачиваем камерой лево-право, картинка при движении немного плывет. Отрабатывает экспозиция в зависимости от освещенности. Вверх-вниз. Все отлично. Цвета все соответствуют реальным, нету примеси какого-то там. Звук. Хороший звук. Чистый. Сейчас к микрофону поднесу. Люди где-то идут на улице. То есть чувствительный классный микрофон. Дети кричат. Все отлично. Тут же можем сделать фото, сохраниться в альбом. Тут же можем включить запись на папку смартфона, именно в альбом. На карту памяти показывал я вам, где включать запись. Идет время записи, какой-то короткий ролик, можете включить, записать, сохранить в папку смартфона, в альбом, тут же зайти и посмотреть все, что сохранилось. Вот тут фото и видео. И воспроизводить по возможности, если вам нужно по надобности. Слежение за движущимся объектом. Камера следит, поворачивается за мной. Отхожу дальше. Дальше также работает. Нормальное слежение, кстати, быстро она реагирует. По-видимому, следит только в горизонтальной плоскости. Вниз, вверх не поворачивается данный вариант. Ну, многие камеры Tuya страдают как раз вот этим, что следят в одной плоскости. Прошлая камера, кстати, следила в двух плоскостях, может, кому нужно будет. Прошлая камера следила в двух. Но это нормально отрабатывает в одной. Далеко на расстоянии, вот, пускай, наверное, метров 8. Следит отлично. Уведомления, кстати, приходят и со слежением, что человек находится в кадре. Со слежением эта функция также работает. Human Body Detect. Нажать для просмотра. Вот мое фото. И вот последнее фото. Определяет она меня как силуэт человека и присылает вам уведомление. Тут же можно все посмотреть. По громкости динамика давайте проверим. Ну, скорее всего, эхо будет, потому что я тут рядом нахожусь. Включаю связь. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, нормально. Нормально именно для помещений. Динамика вполне таки хватит. Или для небольшой вот территории, для двора. Привлечь внимание или сказать пару фраз. Кстати, вот тот момент, когда днем можно подать сигнал, например, включением белых LED-светодиодов. Вот так поморгать, помигать и привлечь внимание. Картинка с камеры. Беспроблемная картинка, нормальная. Как и предполагалось, на большое расстояние ИК светодиодов не будет хватать. Следит камера также. Может следить полностью в ночном режиме, в черно-белом. Видит движущийся объект и поворачивается за ним. Можно, если камера стоит в режиме в ночном Smart Mode, автоматический ночной режим, камера будет при появлении движущегося объекта в кадре включать белые LED-светодиоды. И, кстати, не объекта, а человека. Появление силуэта человека, камера включает белые LED-светодиоды, переходит в цветное изображение и следит за человеком. Такой себе поворотный LED-прожектор со слежением. Остановился человек, движения нету, переходит в черно-белый, выключает LED-светодиоды, включает ИК-светодиоды. Стандартно. Есть моменты, да, может она не сразу определить силуэт человека. После нескольких секунд только определяет и включает ночные эти все режимы и слежение. Ну, камера из дешевого ценового диапазона, поэтому требования к ней должны быть такие же.
Понравился вариант просмотра, вот так вот на весь экран можно сделать. Зумирование есть такое. Ну, разрешение матрицы небольшое, поэтому с потерей качества, с большой потерей качества, ну, в каких-то моментах можно приблизить и предмет посмотреть. Различимость его уже будет не та, конечно, но какой огромный плюс этой камеры тем, что она быстросъемная. На приложение приходят уведомления постоянно. Куча уведомлений, центр сообщений, умного дома, заходишь и здесь все моменты. Фото, детекции человека, все здесь есть. Ну и также на карте памяти зайдешь и уже будешь смотреть моменты, которые были за день, за ночь. Все есть. Если хочешь, можно заходить на камеру удаленно и также на карту памяти. Через интернет все это делается. Камера у тебя осталась на даче, подключена к интернету по Wi-Fi. Роутер вещает в интернет. Ты дома заходишь на камеру, кликнул, видишь картинку, слышишь и заходишь на карту памяти для просмотра или скачки видео. Скачал на смартфон, сбросил на комп, поделился с кем захотел. Моменты любые. IP-камера, небольшой компьютер. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, чат в Телеграме по видеонаблюдению, мой Телеграм-канал. Полезное делюсь с вами. На канал также этот подпишитесь. В будущем будут еще много новых интересных камер в дороге. Буду их обозревать и вам показывать. Всем удачи, до следующих видео.